Давайте разберемся, чего он хочет от вас. Общий расклад Таро на любовь, на отношения с загаданным партнером. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин подходит в принципе одинаково. Мы будем смотреть более-менее общие вопросы и толковать карты в общем контексте, применимо к вашей ситуации. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. И по традиции начнем с того, посмотрим, какая ситуация, что происходит между вами на здесь и сейчас. Ну а потом уже перейдем непосредственно к вопросам, которые касаются, что же он хочет от вас. Давайте посмотрим, что у нас, точнее у вас, да, или что у нас, или у вас видят карты Таро сегодня. Да? Давайте по 5 будет карт. Итак, первое. Вы хотите что-то прояснить, да, то есть нужно прояснение, нужна ясность, да, в отношениях. Ее не хватает. Ну, если бы у вас было все ясно в отношениях, вы бы, наверное, здесь не сидели, вы бы уже приняли решение. А так, поскольку вам не ясно, вы консультируетесь со своим бессознательным, с абстрактным, с высшими силами, ну, может быть, со знакомыми, может быть, с какими-то людьми, которым доверяете. Тем не менее, Солнце, вы хотите что-то прояснить. Ну, здесь на первой карты, да, выпадает мужской аспект. Мужчина здесь как бы на первом месте становится, да, в каком бы контексте у вас не было ситуация. Значит, смотрите, мужчина здесь выпадает, король бубновый, но рыбы. Такой мужчина вроде бы и достойный, да, ведь бубновый король, но он как бы скрытный, или не до конца познанный, или непонятный до конца. То есть мужчина до конца неясный, хотя есть некое даже понимание, что, ну, этот мужчина, возможно, вам подходит. Но какие у мужчины могут быть, если мужчина смотрит, да, то мужчина что-то чувствует здесь внутри себя, и это чувство он еще пока до конца не понимает. То есть он чувствует что-то, а что именно он чувствует, он не понимает. Ну, это может быть и информация, а также будет и интересна и для женщины, которая смотрит на своего мужчину. Ну, окей. Дальше. Ну, здесь выпадает аист. А аист у нас всегда, да, королева червовая. Это семья. Но, тем не менее, расклад особенно актуален для мужчин земной стихии и для женщин водной стихии. Для мужчин и женщин, которые думают о браке или находятся в браке. Да? Ну, или мечтают о браке, да, то есть, или планируют брак, да, вот. Тем не менее, здесь, возможно, есть женщина, чья-то жена. Она в центре здесь. Она занимает центральную роль, и, отталкиваясь от этой роли, она себя и ведет. Дальше выпадает книга. Вам много чего еще непонятно. То есть, если вы что-то понимаете, тут понимаете и видите, и знаете где-то всего половину от того, что, ну, что происходит, или что уже произошло, и как это выглядит, и как это может еще выглядеть. И разворачиваться ваши отношения быстро не могут. То есть, вы еще не скоро это поймете и не скоро увидите и узнаете то, что, возможно, надо знать прямо сейчас. То есть вот это вот прояснение, к которому вы стремитесь как можно быстрее, быстро не пойдет, не получится. Окей. Но есть ключ. Выход в этой ситуации есть. Ну, безвыходных ситуаций не бывает, естественно. И есть некий способ, который вы ищете, но пока не видите, он на перспективу у вас лежит, то есть вы найдете способ, как решить эту ситуацию, да? Вы подберете ключ, возможность есть. Какая она? Ну, посмотрим. Чего вы не знаете об этом человеке, об этом мужчине или об этой женщине?
Или что вам надо знать об этом человеке. Ну, человек такой динамичный, да, это всегда движение какое-то, и человек жизнерадостный. Человек душа компании, но вокруг него всегда крутятся другие люди. И в этих отношениях возможен треугольник. Скорее всего, он есть, нежели его нету. То есть загаданный человек, партнер, скорее всего, больше мужчина, речь идет о Солнце, склонен собирать вокруг себя компанию, склонен к треугольникам и к тройным отношениям. Дальше смотрим. Ну, вот это вот то, что вы предчувствуете, или то, чего вы не понимаете. То, чего вы не понимаете, и то, чего вы предчувствуете, оно так и есть, вы это не понимаете. А что вы предчувствуете или что вы не понимаете? А что угодно. Здесь есть что-то такое, что может быть совсем другим на самом деле. То есть ваше предчувствие, оно вас не обманывает. Но это не обязательно то, что именно вы предчувствуете. Ну, например, вы предчувствуете что-то плохое, к примеру. Но здесь не обязательно это, то, что вы предчувствуете, не обязательно будет плохо. То есть, знаете как, то, что вы предчувствуете, скорее всего, как лотерея будет. То есть, может быть и хорошим призом в вашей ситуации, в ваших отношениях. Ну, давайте посмотрим, на что рассчитывает вот эта женщина, которая или управляет семьей, или заинтересована в семье, или имеет отношение к семье. В чем она заинтересована? Ее интересы королевы Червовой. В ее интересах не говорить правды, в ее интересах хитрить, в ее интересах обмануть, украсть и ввести в заблуждение женщину. Я вам покажу, где женщина здесь прячется. Смотрите. 7,7, 14 – это замешательство или завязка, а 3,17 – это женщина. Обман, хитрость, морок, иллюзия и закручивание. Соответственно, эта женщина заинтересована в том, чтобы закрутить женщину. Понимаете, в чем дело? Ну окей, хорошо. Что вам, какая информация должна вот-вот открыться, ну, в связи с вашей ситуацией? Ну, какая хорошая, плохая или вообще чего будет касаться информация? А информация вам откроется о мужчине. О мужчине. Вот оно Солнце, вот он мужчина, вот он мужской аспект. И о ребенке. Ну, либо о мужчине, либо о ребенке, или о мужчине и о ребенке. То есть будет информация, связанная с мужчиной и с ребенком. Окей. Ключ в будущее. В чем есть вот этот ключ, в чем заключается эта отмычка от вашего будущего в отношении с этим мужчиной и с информацией, о котором должна вам открыться? Какой ключ или может что может стать этим ключом, да? Ключ в умении управлять собственной энергией, особенно женской. Ключ в умении направлять эту энергию, то есть управлять, направлять, да, и ключ в пристрастии. Ну, также ключ в том, что женщина получит некий контроль или имеет некий контроль над мужчиной. Энергетический, физический, интимный, ну и даже игровой. То есть она как будто бы, эта женщина, либо играючи его контролирует, ну, либо просто тратит какие-то силы, здесь очень много силы, для того, чтобы иметь контроль. Но окей.
напрямую спрашиваем, есть ли здесь треугольник в этих отношениях. Ну, скорее да, чем нет. Клевер – карта судьбоносная. И эта карта говорит обычно «да». Ну, давайте так скажем, если есть здесь треугольник, если вы о нем знаете, то миновать его вы не можете, этот треугольник. То есть судьба. То есть вы по судьбе сюда попадаете. А вот почему вы в этот треугольник попадаете, это уже совершенно другой вопрос. Это вообще отдельная тема, да, где, ну, где ее можно вообще рассматривать как отдельный расклад. Окей. Это предчувствие, которое может быть совершенно другим, в отличие от того, что вы чувствуете. Что это за предчувствие и чем оно может оказаться? Это предчувствие может оказаться препятствием, трудностями и где-то даже закрытой дорогой в этом направлении. Поэтому если вы чувствуете, что у вас все хорошо, то здесь будет совершенно наоборот. Или если вы чувствуете, что у вас все плохо, особенно в продвижении в какой-то ситуации, да, особенно в отношениях, то, скорее всего, у вас интуиция не обманывает. Хорошо. Хитрость, обман и, ну, какое-то, может быть, даже коварство червовой королевы. К чему оно ведет и на что влияет? Оно влияет на силу, здоровье, на мужчину и ведет к применению силы соответствующей. Что знает о вас загаданный мужчина? Он знает, что вы женщина, возможно, его судьбы, а возможно, та женщина, которую он искал. Как управляет или может управлять эта женщина? За счет чего? За счет каких энергий? Эта женщина управляет эмоциями и душевным спокойствием мужчины. Ну, так король туч выпадает, король трефовый. Окей. По мнению мужчины, вам судьба быть вместе? Ну, на здесь и сейчас, вот он, как он думает. Вот, проверяем эту вертикаль. Он допускает это, но, видите, по аркану он... Вообще, эта карта уверенная достаточно, это карта успеха. Он уверен в успехе, но не на 100%. Да? Знаете, вот есть люди, есть такие, вижу цель, не вижу препятствия. Здесь вижу цель, препятствий не вижу, но думаю. Да, вот так. Какие препятствия скрываются за предчувствием, давайте так скажем. Препятствия в браке, трудности в браке, трудности с законом, с документами, с оформлением документов и со всем, что касается судов. Вот здесь трудности. Это будет останавливать. Например, если надо кому-то развестись, к примеру, да, в этой ситуации, то будет долгий развод. Если надо быстро что-то официально оформить, будут трудности. Как противостоять этой силе? Или за счет чего, или чем можно противодействовать этой силе, которая хитрая и в которой заинтересована женщина, королева червовая? Ну, здесь нужна адаптация. Знаете, как против лома нет приема, если нет второго лома, то вот здесь надо, знаете, как на любой яд есть противоядие. О чем это, да? То есть здесь речь идет о том, что вам нужно быстро реагировать. То есть как противостоять этой силе?
эта сила медленная, неповоротливая и такая грубая, да, не сильно умная, хотя медведь это умный аспект очень достаточно. Но давайте так, на эту грубую, неповоротливую силу нужно реагировать быстро и не менее хитро, и не менее умно. Поэтому высокая адаптивность, высокая скорость реакции и умение менять, подстраиваться под ситуацию. Знаете, как есть два боксера. Один огромный такой, да, большой, там 120 килограмм, а второй поменьше такой, худощавый. И вот этот большой, пока там удар нанесет, тот, который поменьше, тот будет прыгать, да, и обскочит, да, то есть, как Мухаммед Али, да, он прыгал постоянно, да. Так и здесь. Вам придется вот от этой силы уворачиваться постоянно и применять вместо грубой силы, может быть, еще более хитрую, чем она есть на самом деле. Хорошо, какой женщиной вас видит загаданный мужчина? Какая вы в его глазах, помимо того, что вы женщина number one? Но вы в его глазах счастливая и можете дарить это счастье, хотя скрываете. То есть он вас видит счастливым человеком. И мало того, еще вот мне пришло сейчас, что он видит вас женщиной, заслуживающей счастья. Да, вот, то есть, это очень хорошо. Чувствует ли загаданный мужчина эту манипуляцию? Мужчина, можете себя проверить, чувствуете ли вы манипуляцию или нет. Ну или то управление женщины вами. Скорее да, особенно если он злится. Если он спокоен, то он ощущает эту манипуляцию ровно на 50%. То есть на 100% он чувствует манипуляцию, если он злится, когда вы управляете этой энергией. И 50% где-то, да, где-то мозгом понимает, а душой нет, что вы манипулируете или женщина манипулирует. То есть 50% как минимум, а максимум он может. То есть скорее да, с большей вероятностью, особенно если злится. Какие перспективы ваших отношений по мнению мужчины? Какие перспективы ваших отношений по мнению мужчины? Достаточно перспективные, да, немножко тавтология, но тем не менее. Смотрите, перспективы, корабль идет вперед, и здесь корабль идет вперед. То есть ваши отношения, по мнению мужчины, могут быть успешные. Можете ли быть вы вместе по этой карте? Да. Как бы здесь больше о свободе. Вам прежде всего нужно будет освободиться от чего-то, конечно же. Хорошо. Но вдруг, понятное дело, что может быть препятствие браку, да? Но, тем не менее, а возможен ли брак? Да, вот здесь препятствие мы увидели. А возможен ли он вообще? Гипотетически. Да, но не так быстро, как бы вам хотелось. Звезда. Да? И звезда у нас математически уже получалась, поэтому все хорошо. Но, в принципе, пока перспектива неплохая. К чему вам придется привыкнуть в ближайшее время? Вам нужно будет привыкать принимать решения быстро, но я здесь и говорил, действовать быстро и методом бритвы Акама отсекать все ненужное и идти самым простым путем. Интересно. Как может быть, или как можно стать счастливой женщиной в этой ситуации? Или в чем счастье для женщины в этой ситуации? Или будет ли счастье? Для всех вариантов я даю всегда вам концепцию. Да. Но здесь вот вертикаль счастья. Просто быть счастливой, быть счастливым и просто быть. То есть искать это счастье, идти к нему. Сад, он не сколько об окружении здесь, он о счастье в окружении. То есть где-то счастье вокруг вас, конечно же, вы же его ищете вокруг себя. Но здесь секрет такой.
Будь счастлив внутри, и тогда твое окружение будет подобно саду. Окей. Как успокоить, именно успокоить загаданного человека, особенно мужчину, здесь, в этой ситуации? Ну, чтобы он не злился. Повышать его степень важности, поглаживать, психологически поглаживать его эго и транслировать ему, что он важен, что он имеет значение, что он number one. Опять манипуляция, скажете. Ну, продолжать манипулировать, но ставить этого персонажа на первое место. Ведь он так к этому стремится. Да? Ну, тут такой вот месседж интересный. Будет ли встреча с загаданным человеком? Скорее, да. И тут путешествие. Я осмелюсь предположить, что у вас, скорее всего, будет поездка и путешествие, переезд, эмиграция и, может быть, деловая поездка, командировка. И в этом процессе у вас будет встреча. Как скоро будет встреча? Через сколько? Как скоро? Ну, первым условием вашей встречи – это разрыв предыдущих отношений. То есть, если есть какие-то болезненные связи, кармические узлы, привязки, магические влияния, это нужно все убирать. Негативные союзы, негативные узлы. Через сколько? 3. 3 дня, 3 месяца, 3 года. То есть 3 дня нет, идем следующие. 3 месяца нет, 3 года. Ну, учитывая то, что не скоро, может быть и 3 года. Но может быть и 3 месяца. И 3 недели я еще пропустил. Хорошо. От чего стоит отказаться в этих отношениях? Вам обоим, скорее всего. Но пока возможно поднимать вопрос о детях не стоит. Ну и, в принципе, это больше детский вопрос. Ну, может быть, не ставить на первое место финансовый вопрос. Ну, то есть его не поднимать. Хорошо. Как видит, ну давайте не видит, а влияет окружение ваше на ваши отношения с этим человеком? Окружение оказывает судьбоносное влияние. Карта неплохая, хотя она может приносить и неуспех. Давайте так скажем, в целом ваше окружение настроено к вам позитивно, но влияет на судьбу ваших отношений. В чем суть значимости этого мужчины в этой ситуации? Что он значит, этот мужчина? Этот мужчина, скорее всего, значит родственную душу и слияние или объединение по руне Гебо. Хорошо, интересно. Чего он хочет от вас, загаданный человек? Он хочет, чтобы он был мужчиной number one. Ну, а женщина хотела бы, чтобы вы были мужчиной number one, если вы мужчина. Но он хочет иметь значение. Мужской аспект здесь очень выражен. Солнце, мужчина. Поэтому здесь все логично. Вы же можете отследить весь расклад назад, перемотать. Чего еще не хватает этого мужчины, чего бы он еще хотел от вас, как от женщины? Еще больше любви, тепла, откровения, заботы и свежих ноток, волшебной мелодии любви в звуке ваших сердец. А чего он не хочет в этих отношениях? Мужчина или загаданный человек? Он не хочет, чтобы женщина доминировала, а женщина не хочет других женщин. Он не хочет быстрых и таких каких-то разговоров поверхностных. Он хочет неторопливых, глубоких бесед. Хорошо. Ну и не хотел бы сплетен. Сплетен не хотел бы. Здесь женщина на коне. Здесь всадница, а не всадник. Да? Хорошо. Готов ли он вас возвращать?
если вдруг это актуально для вас. Пока нет крысы. Соответственно, готов терять. Почему так, спросим? Давайте спросим, почему так? Потому что его величество, король пиковый, считает, что он прав. В чем прав загаданный человек? В чем он действительно прав? А в чем он действительно прав? А прав он в том, что вам говорит гадалка. Давайте спросим, а что вам говорит гадалка о нем? Что либо он не хочет создавать проблемы, либо он их создает, и ему их тяжело решать, эти проблемы. Решит ли он эти проблемы? Карта говорит нет, но здесь нужно больше полагаться на вашу интуицию. Будете ли вы вместе? И здесь кольцо. При каких условиях? При условиях короля червового, если вы сможете создать эту обстановку дома, и если мужчина осознает, что ему нужен дом. Будет ли у вас совместный дом и жилье? Шансы есть 50 на 50, если вы сделаете правильный выбор. В чем заключается суть правильного выбора в вашей ситуации? Не бояться, это правильный выбор. Принимать вызов, быть мудрым человеком, мудрой, не идти на неоправданные риски и иметь поддержку и связь с мудрыми людьми. Но, тем не менее, это карта опасности, поэтому не рискуйте чрезмерно. Ну и почему вы оказались на этом раскладе и досмотрели его до этого момента? Потому что вы ищете ответ на вопрос, который таился у вас с самого детства. Можете ли вы быть счастливы? Особенно в условиях качелей в отношениях, которые периодически у вас возникают. Совет вам от высших сил. Никому не дается испытание, которое невозможно пройти. Вы находитесь в судьбоносной ситуации, которая может являться кармическим узлом, либо сложной или проблемной родовой программой. Можно ли ее преодолеть? Да, если вы не откажетесь нести свой крест в отношениях. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви, лишайтесь на зв'язку, почуємось, побачимось, па-па.